Сейчас у нас 20:22, уже почти 9 часов вечера, и мы спрятались, Опять гремит. да, гремит, спрятались в ванной, ого, это очень близко. 320, да, есть. Короче, спрятались в ванной, уже гремит достаточно громко и близко. Не предупреждали, по-моему, сейчас. Вот в этот раз, да, не предупреждали, что будет бой с воздуха. Мы продолжаем сидеть в ванной, и сейчас очень жестко, очень так нормально, близко уже было слышно взрывы, выстрелы, я не знаю, как передать, что это. Вот, мужики могут разобраться, когда услышат. Включают сирены по Киеву, включают, бабахкают, потом тишина, потом опять включают сирены. Интересно то, что опять-таки мы на Троещине сирены не слышим. С Юрой еще раз вот это сидим и обдумываем, правильно ли мы сделали, что мы остались дома. В принципе, да, потому что, блин, мы не представляем, как бы мы сейчас, да, в истерике, в панике, там, где очень много людей, естественно, находились бы, серьезно. Вот, вроде бы здесь несущие стены, такие довольно прочные должны быть. Спать никто не спал. Я поспала всего лишь пару часов, и Юрка тоже мало спал. И нам нужно, наверное, как-то потом вечером, уже ночью меняться, да? Не знаю. Больше. Но мы очень переживаем. Так, ребят, сколько? 24. У нас уже как полчаса, даже чуть больше. Очень сильно слышны большие взрывы, громкие очень. Такое ощущение, что близко. Возле нас находится ТЭЦ, где они хотят то ли взорвать, я не знаю, ну, короче, направление на этот ТЭЦ. Мы не можем понять, почему, зачем оно им нужно вообще. Вот, Васильков сейчас под обстрелом. Говорят, даже зоопарки кое-какие. Это какая улица? Правды, да? Или Победы? Проспект Победы. Там какая-то заварушка. Да, проспект Победы. Ну, короче, и по окружности Киева. Мы сидим в ванной. Сидим. Это военная часть на Берестейке. Уже минут 10, наверное, в такой движухе. Ну, там склад горит, боеприпасы явно. Сейчас 11:07. Я кое-как поспала. Ни 1, ни 2 часа более-менее. В ванной, я вам скажу, не то что неудобно, но ноги особо, так знаете, не вытянуть. Взрывы слышны. Достаточно часто объявляют воздушную тревогу. Вот, и мы опять-таки дома. Есть возможность уехать, конечно, в Польшу. Я не хочу никуда двигаться, я не оставлю Юру. Это раз. Во-вторых, я буду дома. Сейчас пытаемся позавтракать. Вообще кусок горла не лезет, но мне нужно есть. Витамины еще пока есть. Вода есть, все нормально. То есть так, в дальней комнате. Люди вышли на улицу, конечно. На улице довольно много людей, в плане просто ходят, дышат воздухом. Видимо, сложно тоже всю ночь просидеть. Ночь была жаркая, просидеть. Кто в ванной, кто в подвале. Почему мы не пошли в подвал, в укрытие, бомбоубежище? Нет такого, знаете, оборудованного места, как бомбоубежище, как показывали в фильмах, да, вот разных там про вирусы и все такое, то, что мы с вами любим смотреть. Есть школа рядом. В школе вообще нет условий, толком ведро, какие-то кабинки, песок. Ну, короче, людей полно, паника тоже. И, знаете, мне кажется, лучше дома, когда под рукой есть все необходимое, то, что тебе нужно, и вода, знаете, чем вот в толпе и напрягаться без интернета, без связи толком, да. Вот. И также у нас в подвале, не знаю, на крайний случай, может, мы и спустимся в подвал, но он тоже не оборудован, там только песок. Песок, трубы. Вот. Есть, конечно, места оборудованные, но они не на такой окраине, где мы живем сейчас.
Рядышком ТЭЦ. Защищаем ТЭЦ, потому что именно в эту сторону она прям... Кто видел влоги, как мы катались на велосипедах в свое время, в мирное время, вот, она совсем рядом. Очень слышно все. Мы здесь сели поесть, едим мундирку. Вчера сварили, чтобы картошка. Потом же ее никак не сваришь, не пожаришь, если свет выключат. Оливье домашняя. Вот. И всем желаю приятного аппетита. Только что... О, капец. Очень громко было. Я еще решила закипятить воду с крана. Просто отдельно залить. У нас даже кошка, где не поставишь ее корзиночку, вот этот мешочек, она везде будет спать. Тоже ночью ходила, переживала, бедная. Небо гарне. Троєщина. Так, ребят, у нас сейчас время. Какое время, Юр? Время сейчас Я не посмотрю. 3 часа. 3 часа. Были такие достаточно громкие хлопки, взрывы. Вот. Сейчас уже тихо, не скрипи. Мы только что звонили соседям через дверь. Да, у них окна как раз выходят на ту сторону, там где ТЭЦ, которые пытаются завалить. Ну, мы так поговорили, сплоченные, они, если да, что, да. держатся, Они говорят, тоже всей семьей здесь. всей семьей здесь, никуда не сваливали, пытались спуститься в наш подвал, но там долго находиться нельзя, помещение абсолютно. Для тех, кто приспособлено. спрашивает, почему мы не идем в подвал, бомбоубежище. Его, во-первых, не существует, только укрытие. Они довольно легкие, то есть, ну, сами понимаете, очень плохая вентиляция, не продумана, конечно же, с водой. Да. Вот. С нашим 7-м месяцем. Да, Юрка тоже переживает, но мы это Дома, держимся. хоть сейчас не сильно спокойнее. Мы тут там перекусить что-то дома, знаете, постоянно, там же не будешь раскрывать. У нас из поляну. стратегических объектов вообще рядом только ТЭЦ. Да. Всё. Еще Монетный двор, ребята. Мы прям возле Монетного двора, не знаю, мы насколько от он... Монетного двора подальше, но ТЭЦ от нас в прямой видимости километра 4, когда по ней лупят, ну, последние просто выстрелы были, если там ночью или утром одиночные, то сейчас такими уже сериями 2-3 сразу, почти одновременно, и, конечно, раскат грома тут стоит серьезный. Да. Кроме ТЭЦ больше никаких объектов нет, но из-за того, что Троещина сама по себе большая и широкая, с большими трассами, с большими проездами, могут тут проходить разные колонны техники, но пока замечено не было. А всяких ублюдков, бегающих и устраивающих дерьмо на улицах, народ, конечно, отлавливает быстро. Да, народ, у нас очень много выдали оружия просто. Да. Без документов вообще всем желающим, и люди... Проверяйте свои крыши, не стесняйтесь подняться Да. на последний этаж. Я только что сходил, у нас хорошо дверь заварена, она ее просто так не сломать, ничего, даже если там пилить ее болгаркой, это займет долгое время, это будет слышно. Проверьте, пожалуйста, именно вот крыши, и также сейчас говорят, ну, пушка ходит, я не знаю, по поводу меток, потому что мародеры тоже могут быть. Будьте осторожны. Вот такие дела. Но мы держимся с Юрой. Конечно, ночь опять, ну, спать я вряд ли буду, будем дежурить. Ну, мы заснем, когда уже организм вырубится. Ну, Да, сегодня в 8 утра где-то вырубился примерно. Вот такие вот дела. Пока надеемся на лучшее. Да. Не переживайте за меня, я стараюсь особо не нервничать, конечно, не За получается. меня не переживайте. Да, ну, Юра хоть похудеет немножко. Да, конечно, ну вот и... Видите, мы все равно на позитиве, как бы пока вот ничего не да, слышно, потому оно что с ума улыбает. можно сойти. Я не исключаю, что уже если это все затянется, а затянется, похоже, на дату, не исключаю, что я в ванной еще притащу теле, включим приставку и будем в Дисней какой-то играть. Ну, потому что крыша едет в любом случае не спеша. Любое какое-то действие, любое действие, оно сразу наматывает тебе кучу каких-то эмоций, мыслей. Выедает изнутри. Спокойненько, желательно всем спокойненько. Вот. Потому что у моего сотрудника, он в панике, люди, как услышат сирену, он в центре живет, как услышат сирену, быстро выбегает из дому, ломятся в подвал. Соседи выбегают. Сирена закончилась, они бегут назад, у какой-то барышни в итоге сдали нервы, она куда-то вообще убежала, нашли ее, не нашли. Какая-то женщина в доме была, которая, в принципе, и до этого
болела, тоже какая-то, видно, из-за паники, из-за наката нервов бегали и всем домом искали лекарства по аптекам. В итоге сегодня утром умерла. Боже, кошмар. Поэтому, да, Берегите себя и не своих близких. устраивайте войну своим нервам в первую очередь.